Что всплывает в вашем воображении, когда вы слышите слова «Лазурный берег» и «Монте-Карло»? Кабриолеты, белоснежные яхты, казино, шампанское, море, песок. Откуда вообще появилось такое место, как Монте-Карло? Сегодня, в самый разгар отпускного сезона, поговорим о месте, куда мечтают попасть сотни миллионов, и о котором еще в XIX веке никто не знал. До второй половины XIX столетия Монте-Карло было белым пятном на карте, и вся эта легенда о роскоши и красоте, гламуре появилась всего 150 лет назад. Но кто создал Монте-Карло? Кто превратил захолустный район княжества в обетованный рай, куда стремились и стремятся сливки общества? Сказку под названием «Монте-Карло» создал один человек – аферист. Сегодня мы выведем его из тени и поговорим о самом притягательном кусочке французской земли. Меня зовут Ольга Баранцева, я парижский гид, искусствовед, лектор и создатель этого YouTube-канала, где мы рассказываем истории, чуть менее известные широкой публике, ну и, конечно, те, что я не успеваю рассказать на своих экскурсиях. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и отправьте полюбившиеся выпуски своим друзьям и тем, кому это может быть интересно. Ну, а мы с вами продолжаем. В 1863 году на Лазурный берег прибывает некто Франсуа Блан. Монако тех лет вовсе не был похож на оазис роскоши, скорее на депрессивную глухомань. Блан находит здесь 3 церкви, убогий отель, скромное двухэтажное казино, 5 мощенных дорог и кучу пыли, которую гоняет Мистраль. Княжеский дворец Гримальди на скале выглядел внушительно, но только издалека. Внутри царила нищета. Стены пустовали, ведь князь Карл III только что продал фамильные картины и драгоценности, чтобы, хоть как-то свести концы с концами. Местные жители, глядя на Блана, недоумевали. Перед ними стоял невысокий, болезненный, обрюзгший мужчина, дорогая одежда, на котором сидела мешковато, да и вообще он не походил на героя слухов, которые бежали впереди него. Буквально ничто не выдавало в нем гениального шоумена, авантюриста и картежника, который был женат на юной прелестнице и владел состоянием, превосходящим бюджет княжества Монако. Впрочем, жители Монако трудно было удивить сказками. Мысль о том, что человек такого низкого происхождения мог заработать миллионы и сделать это честно, казалась просто смешной. И они были правы. Как писала Норе де Бальзак, тайна крупных состояний, возникших неизвестно как, сокрыта в преступлении, но оно забыто, потому что чисто сделано. По иронии судьбы, Бальзак опубликовал эти строки именно в тот год, когда Франсуа Блан провернул свою самую масштабную и гениальную аферу. Но что же это был за человек? Пристегните ремни. Отмотаем время назад. 12 декабря 1806 года в винодельческой деревушке Куртезон вдова чиновника Мария Тереза Блан рожает близнецов. Отец мальчика умер до их рождения. И, согласитесь, незавидная участь – осиротеть, даже не появившись на свет. Семья, конечно, жила в нищете. И, возможно, желая компенсировать бедность, мать дает сыновьям, звучавшие по-королевски, по-версальски – Луи Жозеф и Луи Франсуа. И вроде бы судьба не обещает им ничего хорошего. Родись они в XVIII веке, скорее всего, прозябали бы в бедности. Но детям повезло с эпохой. Они родились на пороге XIX века. Взрослели в то время, когда сословные рамки начали рушиться, а безвестное происхождение больше не было пожизненным приговором к бедности.
Мозгом этого дуэта дофинов из подворотни был Луи Франсуа, которого звали просто Франсуа. У деревенского паренька был аномальный математический дар, который ставил всех учителей в тупик. Как только близнецы подросли, они сбежали из родной нищей деревни, чтобы, конечно, никогда больше не возвращаться. Уже позже Франсуа, став мультимиллионером, терпеть не мог слезливых историй в духе «я поднялся с низов» и всегда пресекал подобные беседы. Свое прошлое он просто вычеркнул. Братья бродяжничали по Франции, перебивались случайными заработками, но пока Луи Жозеф честно гнул спину, Франсуа проводил ночи в прокуренных комнатах трактиров. Он ставил на кон все, что они зарабатывали, и постоянно выигрывал. В те времена профессиональные игроки не верили в удачу. Они использовали крапленые карты, подпиленные кости, другие трюки. Но у Франсуа было кое-что посильнее – математика. Ведь тогда мало кто задумывался о теории вероятности. Но Франсуа на ходу мог просчитать все шансы и предлагал соперникам математически невыгодные для них ставки, которые казались им легкой добычей. Франсуа буквально раздевал этих простаков без всякого обмана с помощью только лишь науки. К 1833 году братья сколотили большой капитал и открыли банк в Бордо. Но на самом деле слово «банк» совершенно неуместно. Финансовый пузырь, так лучше. Если бы несколько вкладчиков одновременно пришли забирать свои деньги, банк мгновенно бы лопнул. Вклады местных жителей нужны были братьям Блан как стартовый капитал для игры на парижской фондовой бирже. Биржу воспринимали так же, как стол для покера. Ее можно было просчитать. И главный секрет успеха на бирже формулировали братья просто – информация. Тот, кто первым узнает результаты торгов в Париже и успеет купить или продать акции в провинциальном Бордо до того, как новость дойдет до остальных, тот и в дамках. Но как передать новость за сотни километров? Братья Блан начали изучать, как эту проблему решают вышестоящие инстанции. Конечно, они слышали легенды о Ротшильдах, которые использовали секретную сеть почтовых голубей. В 1834 году братья Блан предложили миру какое-то сверхмошенничество. А именно взломали закрытую государственную сеть воздушного телеграфа, которая, разумеется, была недоступна частным лицам. Но Франсуа Блан подкупил телеграфистов. Так, агенты Блана в Париже узнавали результаты биржевых торгов. Затем в город Тур на полпути к Бордо отправляли экспресс-посылку. Перчатки означали рост рынка, а чулки – падение. В посылку клали букву. Это код дня. Подкупленный телеграфист ошибался в сигнале, добавлял код и маркер рынка, и ошибку передавали по цепочке до Бордо, не исправляя. В Бордо же ошибку считывали, и братья Леблан совершали сделки на бирже до того, как прибудет официальный почтовый дилижанс с газетами. Итак, совершенно безопасно они продавали и покупали акции. Всегда с успехом. Конечно, со временем коды становились сложнее, но схема оставалась тот же. Заработок братьев был колоссальным. Больше 100 тысяч франков всего за пару лет. Система, конечно, рухнула. И рухнула из-за человеческого фактора. Чтобы подменять телеграфистов на башне, братья наняли помощника, который и разболтал всю схему полиции. Полиция перехватила посылку с перчатками, обыскала бумаги телеграфиста и доказала факт передачи сигналов. Лавочка закрылась, заработок закончился и началось следствие. Братьев Блан, конечно, ждал суд. И хотя нашлось много свидетелей, заявивших, что они отнюдь не были замечены в делах, связанных с честным трудом, совсем даже напротив, законов, которые способны были должным образом пресечь использование инсайдерской информации, тогда просто не существовало. И братья, хоть и были признаны виновными, не получили никакого наказания.
лишь отделались штрафами, что даже престижно. После престижного экономического преступления братья оказались в столице. Если вы хотели проиграть все в Париже XIX века, вам следовало направиться в Пале-Рояль. Пале-Рояль, как говорил Бальзак, был для Парижа тем, чем Париж был для Франции. Самым желанным, самым притягательным и самым дорогим местом. Местом, где обедневший герцог Орлеанский превратил бывший королевский дворец в огромный коммерческий центр, где смешались революционеры и куртизанки, философы и карманники. Осваивая соблазны дворцовых галерей, братья Блан познакомились с признанным авторитетом парижского игорного мира, неким Жаком Беназе. Исполняя официальные обязанности, Беназе ухитрился одновременно приобрести контрольные пакеты двух самых прибыльных парижских клубов. И вот этот делец проникся симпатией к нашим аферистам и начал посвящать их в тайны ремесла. Конечно, он сразу выделил Франсуа, более проницательного, и даже доверил ему управление своими делами. Так Беназе начал обучать Франсуа вопросам безопасности казино, финансовому прогнозированию и даже искусству рекламы. Франсуа усвоил правило, проверенное временем. Любой достаточно умный игрок способен понемногу зарабатывать, но самый надежный способ разбогатеть – это стать самим казино. Уроки Беназе длились недолго. Спустя всего несколько недель после прибытия братьев в Париж король Луи Филипп объявил о запрете публичных игорных заведений на территории Франции. Тогда сатирик Жозеф Мери ехидно написал: «Мы уничтожили свои казино, чтобы обогатить курорты стран-соперниц». Так и вышло. Закон Луи Филиппа отнюдь не убил во французах страсть к игре, он просто экспортировал ее. Французские дельцы дружно ломанулись в соседние немецкие княжества вдоль Рейна. Там же никаких запретов не было. Тот же Беназе получил монополию на казино в Баден-Бадене, и тихий термальный курорт превратился в мировую столицу порочной роскоши. Тем временем капиталы братьев Блан, заработанные на телеграфной истории, стремительно таяли, и они покидают Париж с одной целью – открыть собственное казино и заработать еще больше. Конкурировать со своим бывшим наставником и приобрести концессию на азартные игры на престижном курорте братья не могли, у них просто не было денег. Попытка открыть клуб в Люксембурге быстро провалилась, и единственное, что приобрел там Франсуа, это гражданскую супругу. И тут удача улыбается нашим нищим дофинам. Они находят объявление в газете. Правитель крошечной немецкой деревушки Бад Хомбург, всего на 2500 душ, ищет инвестора, готового купить монополию на азартные игры. Конечно, в объявлении деликатно умолчали о том, что местный ландграф погряз в долгах, а его попытки открыть казино тянутся уже 10 лет. Но другого шанса у Бланов не было. Бад Хомбург был настоящей дырой. Единственная гостиница «Адлер» обслуживала жителей Франкфурта, приезжавших летом пить воду, и этим жизнь города ограничивалась. Но братья без колебаний пообещали правительству превратить это болото в цветущий курорт. Схема следующая. Братья строят за свой счет роскошный курхаус, водолечебницу в дар правителю, а тот сдает им его в аренду на 30 лет под казино. Весной 1841 года стройка началась, но денег у братьев не было вообще. Чтобы хоть как-то выжить, они держали несколько рулеточных столов в задних комнатах гостиницы «Адлер». В качестве издевки над конкурентом Беназе они даже переманили к себе его лучшего крупье. Но дела шли со скрипом. Франсуа приходилось лично выходить к рабочим, которые требовали зарплату, успокаивать их, а ландграф Людвиг, который, как мы помним, сам был банкротом, изредка подкидывал братьям лишь мелкие займы. Казалось бы, они достигли дна. Но фортуна снова оказалась на их стороне.
Дело в том, что представители европейской аристократии, искусно владевшие искусством ничего не делания, на протяжении столетий посещали термальные курорты. Особенно обязательным в XVII веке считалось посещение бельгийского города Спа, название которого впоследствии стало нарицательным для любых подобных курортов. Столетиями аристократы ездили в эти городки, чтобы лечиться. В теории ванны и минеральная вода. На практике все интереснее. Сюда приезжали вовсе не ради здоровья. Быть в списках гостей курорта, опубликованных в столичных газетах, но это как иметь галочку сегодня в соцсети. Именно ради особого статуса аристократы кочевали по курортам. Даже обедневшие дворяне ехали сюда, чтобы поддержать иллюзию роскошной жизни, ведь это дешевле, чем содержать родовое поместье и слуг. Курорты быстро заполнились людьми, которым нужно было не лечение, а развлечение. Предприниматели тут же смекнули, что на этом можно заработать, и стали строить все, что аристократической душе угодно, от оперных театров до ипподромов. Но основным способом скоротать время были, конечно же, азартные игры. По курортам странствовали профессиональные игроки, приезжавшие со своими подтасованными рулетками, игровыми столами, мечеными костями. Через несколько недель, когда кошельки отдыхающих становились легче, игроки без зазрения совести отправлялись дальше. А еще знаете, что самое парадоксальное в курортных казино XIX века? То, что деньги – это вообще дело десятое. Туда шли не за выигрышем, не за барышами, не в надежде поправить состояние, хотя такое было. Туда шли ради азарта. Для европейской знати азарт был частью сложного социального ритуала. Дворяне подражали античным героям. Греки называли это арит, римляне – виртус. Это способность с абсолютным спокойствием принимать удары судьбы. Поскольку на полях сражений доблесть проявить стало негде, аристократы перенесли свои войны на зеленое сукно. Проиграть состояние и просто пожать плечами – это рассматривалось как высший пилотаж аристократизма, как способ показать свое презрение к вульгарным ценностям буржуазии, которая трясется над каждым заработанным франком. Представьте себе элегантного красавца во фраке. Со скучающим видом он проигрывает миллионы. Конечно, такой мужчина сразу завоюет сердца. Азарт был делом чести, а еще нередко приводил к дуэли. Тоже способ подтвердить свое благородство. Ведь только настоящие джентльмены могли позволить себе сражение на дуэли. Для рассудительных мещан это было слишком рискованно. Они предпочитали с позором, но жить. Умереть с честью, даже бессмысленно, оставалось прерогативой истинных аристократов духа. Монтескьё даже писал, что статус игрока был титулом, который мог заменить и происхождение, и состояние. Именно этот статус открывает своему обладателю двери в лучшее общество без каких-либо испытаний. Родители нанимали своим детям учителей азартных игр, чтобы те впоследствии не оказались отвергнутыми сверстниками из-за неумения держаться за карточным столом. В XIX столетии промышленная революция внесла свои коррективы. С появлением сети железных дорог путешествия становятся дешевле, быстрее, и на когда-то закрытые курорты хлынули толпы. Франсуа Блан быстро понял, что золотые времена рыцарей-аристократов ушли безвозвратно. На курорты валом повалил средний класс. И этим людям были не нужны дуэли, пафосные жесты, утонченный флирт. Они ехали сюда не ради статуса. Они хотели играть долго, делать маленькие ставки и, банально, то, что презирали аристократы, зарабатывать деньги. Блан перестроил казино под психологию нового клиента. Если раньше основу любого игорного дома составляли банковские игры, где игроки ставили друг против друга, а роль банка переходила по кругу,
казино при этом получало лишь скромную комиссию, то Блан сделал беспрецедентный ход. Он запретил все эти игры в Бад Хофбурге. Вместо них он оставил только рулетку и карточную Trente et Quarante. Здесь игрок боролся напрямую с казино. Больше никакой циркуляции денег между клиентами. Прибыль идет строго в один карман. Конечно же, карман Франсуа Блана. Еще один ход, который называли безумием. Франсуа взял и убрал с колеса рулетки двойное зеро, оставив только 1-0. Но то, что конкуренты считали глупостью, ведь Блан своими руками урезал математическое преимущество казино и увеличил шансы игроков, сработало как гениальный пиар-ход. Это была лучшая реклама в истории казино. Новость о том, что в маленьком Бад Хофбурге крутится самая честная рулетка Европы с повышенным шансом на выигрыш, мгновенно разлетелась по континенту. Игроки со всего мира паковали чемоданы и ехали сливать свои миллионы в карман братьев Блан. Хофбург превратился в Мекку азарта. Но Франсуа не остановился на достигнутом. Все заработанные деньги он вкладывал в сервис. Клиентоориентированность была на таком уровне, который даже сегодня трудно представить. Франсуа Блан бесплатно выдавал гостям лошадей и ружья для охоты. Нанял ученых из Сорбонны, чтобы те доказали целебность минеральной воды. Переманил лучшего шеф-повара Парижа и выписал прусского садовника для оформления парка. Вишенкой на торте стал приезд великого Никколо Паганини. Очень логично, учитывая, что сам скрипач считал музыку, женщин и азартные игры тремя главными страстями своей жизни. Блан оплатил его концерт и вдобавок выдал ему кучу денег для игры в рулетку, чтобы другие гости завороженно смотрели, как гений спускает состояние. Тоже отличный маркетинговый ход. И, кстати, знаете, кто проигрывал огромные суммы в Бад Хофбурге? Федор Михайлович Достоевский. В 60-х годах он накопил там огромные долги. Отчаянно пытаясь быстро раздобыть деньги, чтобы выплатить их Франсуа Блану, он получил крупный аванс от своего издателя, согласившись на кабальные условия. Если в течение нескольких недель после подписания договора Достоевский не представит новую книгу, то лишится прав на все свои ранее опубликованные произведения сроком на 9 лет. Под этим давлением он и написал роман «Игрок». И хотя работа над игроком не избавила Достоевского от страсти к азартным играм, именно благодаря ей он познакомился со своей второй супругой. Но история не об этом. Итак, Франсуа Блан совершил настоящую революцию, просто перевернув логику бизнеса вверх тормашками. До него все действовали по старинке. Находили красивый курорт с целебной водой, а потом в качестве бонуса ставили там рулетки. Блан эту формулу переписал. Он начал с казино, как с главного двигателя, и вокруг него выстраивал курорт. Прекрасно понимая, что время идет, все меняется, и теперь, чтобы заработать миллионы, мало продавать азарт только аристократам. Поэтому он продавал не столько азарт, сколько ощущение избранности, а это всегда стоит очень дорого. Даже когда Бад Хофбург заполнила толпа, каждый гость все равно чувствовал себя частью элитного закрытого клуба. И пусть Луи Леблан всегда оставался в тени, наблюдая, как смелые замыслы брата начинают приносить плоды, в слаженном семейном механизме он был тем винтиком, без которого конструкция просто развалилась бы. Не стремясь к известности, Луи, как серый кардинал, следил за порядком в счетах и служил уравновешивающим началом для Франсуа, который мог за считанные минуты перейти от величайшего восторга к глубочайшей меланхолии. Поэтому настоящей трагедией стало то, что в 1852 году Франсуа почти одновременно потерял и брата, и свою супругу Мадлен Виктуар, оставшись с 2 сыновьями.
Когда жизнь, казалось бы, рухнула, судьба сделала своему фавориту еще один подарок. Оставшись в одиночестве, 48-летний Франсуа Блан нанимает для своих детей молодую гувернантку. Она была дочерью простого немецкого сапожника, но в ее жилах текла кровь французских гугенотов. Она хорошо говорила на языке Мольера, и Франсуа разглядел в ней нечто особенное. Задумав жениться, Блан отправляет девушку в элитный пансион благородных девиц. Ему нужно вырастить спутницу, достойную высшего света. Через 2 года они скромно венчаются в Париже, а спустя 5 месяцев Мари рожает дочь. Девушка оказалась настоящим подарком судьбы. Эта юная особа обладала феноменальной деловой хваткой и быстро заменила Франсуа покойного брата, став главным и самым доверенным бизнес-партнером. А семейный бизнес Бланов процветал. К 1962 году их компания стоила баснословных денег. Бад Хомбург гремел на всю Европу. Франсуа ослеплял клиентов высокой культурой, парками, оперой, целебными водами, чтобы они сами не замечали, как добровольно несут миллионы к рулетке. Когда Франсуа приехал в Монако, оно являло собой жалкое зрелище. Разочарование тех, кто приезжал в Монако, столь велико, писал один из дворцовых чиновников, что теперь всем известно, здесь нет ни удобных гостиниц, ни купалин, ни каких-либо развлечений. Все попытки как-то развить игорный бизнес в Монако превращались в провал. Отчаявшись, власти решают пригласить Блана. И это очень важный момент. Блан сам не горел желанием отправляться в средиземноморское захолустье. Он считал это предприятие сомнительным. Впрочем, когда-то и Бад Хомбург казался столь же рискованной идеей, но, по крайней мере, он находился рядом с другими курортными городами и быстро расширяющейся железнодорожной сетью. К тому же тогда они с братом были молоды и отчаянны, и у них просто не было выбора. Теперь было из чего выбирать. Даже добраться до Монако было делом непростым. Вдобавок, Блан считал политическое положение княжества слишком нестабильным, чтобы концессия представляла для него какой-то интерес. Всего десятилетием ранее территория княжества была сильно сокращена. К востоку набирала силу итальянское Рисорджименто, что тоже добавляло смуту. А хуже всего было присутствие сардинского гарнизона. Сардинский уголовный кодекс запрещал азартные игры, хотя слабовольный князь Монако открыто пренебрегал этим законом. Но к моменту, когда он получил предложение концессии, взгляды Блана смягчились. Во-первых, он устал от политических интриг в Бад Хомбурге, а во-вторых, и это главное, с надвигающимся объединением Германии становилось понятно, что правительство, каким бы оно ни оказалось, скорее всего, запретит рулетку, чтобы соответствовать новым европейским нормам. И, конечно, особенно тревожилась из-за политической обстановки Мари Блан. Она настаивала, чтобы муж взял концессию в Монако, которая теперь выглядела гораздо более надежным вложением, чем Бад Хомбург. Блан пообещал князю, что если получит концессию, то превратит Монако в современный курорт с минеральными водами. При правильной организации и хорошей рекламе, утверждал он, Монако сможет стать одним из самых посещаемых зимних курортов региона. Здесь, в Монако, Блан увидел шанс построить целую систему объектов, которая бы создала поистине уникальное место. В дальнейшем Блан действительно начал возводить здесь множество сооружений, не связанных напрямую с азартными играми и порой даже убыточными. Но каждое новое заведение дополняло остальные и, помимо своей основной функции, выполняло еще и символическую. Оно служило рекламой и казино-курорта, и нового образа жизни. 2 апреля 1863 года по указу князя Карла III была основана компания с длинным названием, которое вы, скорее всего, не слышали.
Société anonyme de bagne de mer et de cercle des étrangers à Monaco. Акционерное общество морских купалин и круга иностранцев Монако. Дальше мы будем называть ее просто SBM. Князь передал управление компанией Блану вместе с абсолютной монополией на азартные игры в княжестве сроком на 50 лет. Цена вопроса – 1,7 миллионов франков. Это примерно несколько сотен миллионов евро. Для нищего, находящегося на грани банкротства княжества, это были колоссальные деньги. SBM в лице Блана, по сути, начинает держать в своих руках все княжество. Посудите сами. Помимо рулетки и игровых столов, эта компания будет строить и содержать все дороги в Монако, управлять и модернизировать местную гавань, обеспечивать жителям водой и газом, заниматься вывозом мусора и контролировать канализацию. Даже если обычный житель открывал водопроводный кран или выбрасывал отходы, он пользовался услугами SBM. Ну и, конечно, Блана. Князь правил на бумаге, SBM на деле. Прибыв в Монако, Блан первым делом осмотрел недостроенную жалкую гостиницу у казино и вызвал своего верного архитектора Луи Жакоби, который строил для него в Бад-Хомбурге, и сказал: «Сносите все». Новое здание было спроектировано по образу и подобию парижского Гранд-отель, символа роскоши того времени. Чтобы у гостей не оставалось сомнений, где они находятся, Блан велел выбить золотыми буквами на черном мраморе «Отель де Пари». Так на бесплотных скалах богом забытого княжества появилась частичка Парижа, самой модной столицы мира. Позже появилось и кафе де Пари, а со временем вокруг выросла целая экосистема. От ювелирных салонов до элитных магазинов. Обустройство отеля Франсуа доверил, конечно, жене. Мари Блан не скупилась. Когда княжеские советники в ужасе смотрели на счета, Франсуа парировал: «Это реклама. Отель должен быть чудом, о котором будут шептаться в каждом салоне Европы». Вестибюль в стиле Людовика XV, где все продумано, где все ослепляет. Если крупный игрок проигрывался в пух и прах, отель любезно предоставлял ему кредит или вовсе прощал проживание. Блан мыслил куда шире. Крупный игрок должен остаться на курорте, чтобы завтра, когда удача повернется к нему лицом, он вернулся за стол. Для остальных, помельче, были предусмотрены деньги на обратную дорогу. Блан знал, бывших игроков не бывает. И однажды они все равно вернутся. А чтобы вновь войти в казино, нужно вернуть долг. Поэтому казино ничего не прощает. Поэтому это были не расходы, а инвестиции. Далее надо было что-то решать с транспортом. Добраться до Монако означало выдержать мучительную 3-часовую поездку в экипаже из Ниццы по узкой горной дороге, которая кишила разбойниками. А потом еще надо час спускаться пешком по каменистым склонам. Другой вариант заключался в 2-часовом путешествии на утлом суденышке, которое, казалось, выходило в море лишь когда капитан был достаточно трезв. Даже самый роскошный курорт с такими логистическими проблемами терял привлекательность. Поэтому Блан прокладывает новые дороги. Он реконструирует гавань, закупая 4 собственных парохода, чтобы возить VIP-клиентов из Ниццы и Генуи. Ну и, наконец, прямо от порта к дверям казино игроков бесплатно доставляли амнибусы. Выходя из зала в казино, игроки попадали в оазис. Блан засадил все пальмами, алоэ-вера, мимозой. Традиционно игорные дома в Европе называли «анфер» – ад. Блан же изо всех сил маскировал ад под рай. Большинство растений везли кораблями из Африки, Америки, чтобы создать у гостей ощущение, что они находятся на границе миров. И даже главный визуальный символ Лазурного берега – Канарское
Финиковая пальма никогда здесь не рос. Это не местный вид. Ее привезли и посадили искусственно, как и сотни других растений. Сам образ Ривьеры, как цельного, роскошного и вечно зеленого рая, был рукотворным. Франсуа Блан создал идеальный симулякр. Он сконструировал декорации, в которые люди поверили так сильно, что со временем эти декорации стали реальностью. Вот как свои ощущения от пребывания в Монако описывал американский писатель Теодор Драйзер. Ты выходишь из затененных, искусственно освещенных залов, где люди гипнотизируют взглядом белый шарик, и попадаешь в ослепительно белый мир с палящим солнцем, лазурным морем, кремовыми виллами и колышущимися пальмами. Этот контраст стирал у людей ощущение времени. Франсуа Блан вывел важнейший закон горного бизнеса, который спустя век скопирует и Лас-Вегас, и Макао. Чем более экзотично место и чем дальше оно от твоей повседневности, тем легче ты расстаешься с деньгами. Может, дома ты и считаешь каждый цент, но здесь, под пальмами, у тебя просто отключается рациональное мышление. Ты тратишь в разы больше, потому что все кажется нереальным. Ты словно чувствуешь себя героем кино. Ну и, наконец, чтобы окончательно легализовать курорт в глазах общества, Блан строит передовой водолечебный комплекс. Но все мы понимаем, что не лечиться люди едут в Монако. Для того, чтобы сохранить иллюзию элитарности, в самом казино выстраивали систему жесткого отбора. Казино фактически превратилось в режимный объект, и попасть внутрь можно было только пройдя досмотр. У дверей гостей встречали суровые мужчины в мундирах, фейс-контроль. Они строго оценивали внешний вид гостей, не допуская лишних улыбок. Чтобы отсечь праздных зевак, ввели входной сбор и обязательную регистрацию с подтверждением личности, а у администрации хранились папки с черными списками. Официально вход в казино был запрещен священнослужителям, французским и итальянским офицерам, всем, кого подозревали в недостаточности средств, иными словами, бедных, лицам с судимостью, мужчинам, камевояжерам, женщинам, которых относили к категории «femme galante», то есть дамы легкого поведения. И самое странное, многим этот досмотр нравился. Ведь пройти фейс-контроль у Блана было все равно, что получить официальный патент на принадлежность к избранному обществу. Подобно универмагам и выставочным залам, казино демонстрировало не только товары, которые потребляли клиенты, но и самих клиентов. Если общие залы казино Блана были театром для амбициозного среднего класса, то на втором этаже, надежно скрытые от посторонних глаз, находились настоящие саль-приве – частные залы для совсем уж избранных особ. Игра начиналась здесь глубокой ночью, после закрытия главных залов, а атмосфера напоминала закрытый клуб для джентльменов. Здесь пахло дорогим табаком, коньяком, а ставки измерялись состоянием. Здесь любил бывать принц Уэльский, будущий британский король Эдуард VII, обожавший посещать Монако. Но статус обязывал ему соблюдать приличия, поэтому каждый визит престолонаследника превращался в комедию. Принц входил в казино под вымышленным именем, разыгрывая роль обычного путешественника. Администрация, прекрасно знавшая гостя в лицо, с абсолютно серьезными минами подыгрывала дорогому посетителю, дорогому во всех смыслах, и регистрировала мистера Смита, вежливо провожая его на второй этаж. Время шло. Блан умер в 1877 году, но машина, запущенная им, продолжала нестись вперед еще некоторое время.
Репутация места, иллюзия роскоши, избранности, элитарности – все это работало на Монте-Карло. Но в начале 1920-х годов курорт, которому едва исполнилось 60 лет, был на грани катастрофы. Он устарел, отдыхали там по большей части только пожилые аристократы. А миру требовалось другое. На арену выходило новое поколение, неугомонные молодые путешественники, вооруженные путеводителями Бедекера. Они хотели исследовать новые, неизведанные места. И вот тогда у Монте-Карло появился новый режиссер – Рене Леон. Настоящий гений, импресарио. Но если вы думаете, что он сам был королем вечеринок, то глубоко ошибаетесь. Рене Леона постоянно видели в игровых залах казино. Он неторопливо прогуливался среди столов, мягко улыбался, шутил с крупье и легко очаровывал даже самых капризных клиентов. Он говорил очень тихо, часто застенчиво опуская тяжелые веки. Конкуренты считали эту манеру хитрым приемом, призванным обезоружить противников. Но на самом деле Леон был просто искренне застенчивым. Каждый вечер он был в центре роскошных приемов, но этот пафос не доставлял ему удовольствия. Он ел самую простую пищу, не курил, а коктейль в его руке оставался нетронутым весь вечер. Леон был математик. До войны он изучал высшую математику в университете, и его мозг работал как калькулятор. Пока все пили шампанское, он считал деньги. Еще один гений на службе Монте-Карло. Интересно, правда? Леон понимал, в чем заключалась главная сложность любого элитарного бизнеса. Если сделать курорт слишком закрытым, обанкротишься, потому что не будет денег. Если сделать его слишком доступным, тоже обанкротишься, потому что уйдут богачи, которые ненавидят толпу. Ривьере нужен был устойчивый, контролируемый поток гостей, а не разрушительное нашествие. Нужно было придумать способ, который позволил бы избранным легко достигнуть Монте-Карло, но который был бы недосягаем для случайных людей. Чтобы решить это уравнение, Леон запускает проект, который станет легендой. В декабре 1922 года железнодорожная компания Compagnie Internationale de Wagon-Lits запускает знаменитый голубой поезд, следовавший из Кале прямо на Лазурный берег. Помните эти романы Агаты Кристи из серии произведений об Эркюле Пуаро? Вот как раз там и описывается голубой поезд. С одной стороны, это был самый быстрый и комфортный способ добраться до побережья. С другой стороны, жесткий социальный фильтр. Дело в том, что в голубом поезде были только вагоны первого класса. Ни второго, ни уж тем более третьего. Даже на «Титанике» были билеты во второй или третий класс. Но в голубом поезде нет. И даже если у вас были деньги на этот билет, вы не могли просто купить его в кассе. Места разбирали за многие месяцы вперед. Иногда билеты можно было получить через знакомых или влиятельные связи. Сама поездка на этом поезде должна была стать декларацией статуса. Голубой поезд превратил железнодорожное путешествие из обычного способа преодолеть расстояние в социальную идею. И идея эта заключалась в том, что существуют люди, принадлежащие к миру голубого поезда, и остальные. Появилась даже шутка о голубом поезде, которая гласила, что сама Ривьера никогда не могла сравниться по увлекательности с дорогой к ней. Прежде всего поражали вагоны. Длинные, словно трубы, окрашенные в ярко-синий цвет с золотой окантовкой, чтобы сразу отличаться от обычных коричневых вагонов пригородных поездов. Они заранее обещали море и солнце. Там, где в обычных составах размещались 14 пассажиров, в голубом поезде ехало лишь 10.
Вагоны были оббиты синим бархатом, отделаны красным деревом. Кстати, если роман Агаты Кристи вы не читали, очень советую, там эта атмосфера передана блестяще. В вагоне-ресторане со свежесрезанными цветами, тарелками с фирменной монографией и безупречно предупредительным персоналом подавали обеды из 5 блюд, не уступавшие лучшим ресторанам Парижа. На борту имелся аквариум с живыми угрями и даже парикмахерская. Пассажиры особенно отмечали тишину и спокойствие. Все, что в обычных поездах гремело, дребезжало, скрипело, здесь было отполировано и закреплено. Его называли поездом миллионеров, поездом в рай. Британский писатель, путешественник, историк и искусствовед Роберт Байрон так описывал свои впечатления от поездки. Ничем не омраченное счастье. Да, именно это и предлагал голубой поезд. Иллюзию безупречного счастья, эксклюзивности, превосходства. Рекламные плакаты того времени сладко обещали уставшим джентльменам: вы проспите путь от лондонских туманов до солнца Ривьеры. Но давайте честно, кто вообще в таком поезде собирается спать? Раньше спальные вагоны в поездах держали на почтительном расстоянии друг от друга ради приватности. Но в голубом поезде правила приличия полетели в тартарары. Вагоны соединили гибкими переходами-гармошками, и они вели прямо в вагоны-салоны, где рекой лились коктейли. Зигмунд Фрейд, предполагавший существование навязчивой связи между путешествием по железной дороге и сексуальностью, возникающей, по его словам, из приятного характера ощущения движений, безусловно, оценил бы привлекательность данной планировки. Прогуливаясь по вагонам, вы не могли не заметить одну странную деталь. В поезде ехало необычайно много потрясающе красивых молодых девушек. Без мужей, без компаньонок, абсолютно свободных. Они виртуозно флиртовали сразу на 2 языках – на английском и французском. Кто они? Случайные попутчицы? О нет, здесь нет ничего случайного. Компания Société de Bains de Mer, SBM, уже упомянутая нами, владевшая казино в Монте-Карло, нанимала этих прелестниц на работу, а задача их была проста и цинична. Они должны были садиться в поезд, находить богатых мужчин и очаровывать их так, чтобы те ни в коем случае не сошли на более ранних станциях, а доехали до самого конца, до Монте-Карло, и, конечно, привезли туда свои капиталы. Попасть на эту работу было непросто. Нужно было обладать не только привлекательной внешностью, но и личным обаянием, иметь хорошие манеры и уметь поддержать светскую беседу, поговорить о политике, об искусстве, литературе. Надо было соответствовать окружению. Казино полностью оплачивало им дорогу, выдавало карманные деньги для игры за столами и оплачивало проживание. Правда, селить в ультрароскошном отель де Пари запрещалось. Называйте это как хотите. Куртизанки, эскортницы, первые в истории лакшери-промоутеры. Но работали девушки безотказно, привлекая, так сказать, целевых инвесторов. К завтраку поезд прибывал в Марсель. И здесь пассажиры испытывали то, что вспоминали потом всю жизнь. Контраст был поразительным. Представьте, вы засыпаете среди дождливых серых окраин Парижа, а просыпаетесь от того, что в окно бьет ослепительное солнце, встающее над морем. Причем открывалось это не сразу. Поезд летел сквозь длинные тоннели в скалах, и лазурная вода была лишь короткими, дразнящими вспышками, как будто природа заигрывала с вами. Поезд летел на восток, останавливаясь в городах, которые либо уже были легендами, либо становились им прямо сейчас, благодаря этой счастливой железнодорожной ветке. Йер, Сан-Рафаэль, Канны, Антиб, Жон-Ле-Пен, Ницца, Больё, Кабдай. К обеду поезд достигал Монако. Сначала останавливаясь у станции возле княжеского дворца, а потом в Монте-Карло. Итак, вы прибыли на станцию. И, конечно же, в первый вечер вы отправляетесь в казино.
Ради моря-то можно было обосноваться и в Ницце. И здесь первым делом вы сталкиваетесь с той самой полицией дресс-кода Блана. Американские туристы, привыкшие к свободе, откровенно посмеивались над этим фейс-контролем, считая его нелепым пережитком европейского снобизма. Но для Рене Леона снобизм был важным активом. Хочешь почувствовать себя избранным? Соответствуй. Более того, едва переступив порог, вы сталкивались еще с одним сюрпризом. За вход в казино нужно было платить. Во время Первой мировой войны плату за вход в казино отменили, но математик Леон быстро вернул все на круги своя. Схема была логичной. Хочешь проиграть один день? 10 франков. Приехал на месяц? С тебя 100. Абонемент на весь сезон? 200. И люди платили. Они платили за право войти в зал, где, скорее всего, проиграют еще больше. Потому что в Монте-Карло играли не ради денег, а ради статуса. Казино Монте-Карло и вправду уже тогда было чем-то легендарным. Только подумайте, вся армия князя Луи II состояла всего из 100 солдат, тогда как в казино Монте-Карло работало больше 3000 человек. Всего полвека назад Франсуа Блан мечтал создать место для избранных. И Леон адаптирует эту идею. Он хочет превратить Монте-Карло в уникальное место для людей, которые не чувствовали глубокой привязанности ни к чему, кроме своего узкого круга интересов. Эти новые кочевники, богатые, уставшие от скучной морали своих стран, жаждущие скорости и легкого безумия, должны были находить здесь свой временный дом. Он создавал пространство, где каждый чувствовал бы себя смелее и свободнее, чем на родине. Место, о котором великий писатель Ивлин Во позднее скажет: «Здесь никто не чувствует себя иностранцем». В Монте-Карло не было национальности, не было паспортов и предрассудков. Значение имели только ваш стиль, ваш капитал и ваша готовность рисковать. Кстати, внутри самого Монако зрело глухое недовольство. Местные жители ворчали на засилие приезжих, на шум, на то, что тихий край превращается в балаган. К концу 1920-х годов старая аристократия, которая любила приезжать на Ривьеру и делала это исключительно зимой, уступила место молодой, дерзкой, загорелой элите, которую описывал Фицджеральд в романе «Ночь нежна». Кстати, тоже очень советую. Этим людям больше не хотелось сидеть в душных залах. Им нужно было солнце, пляж, коктейли у воды. И СБМ мгновенно отреагировала на этот запрос. В 1928 году компания строит еще одну эффектную достопримечательность, которая окончательно закрепит за Монте-Карло статус летней столицы мира. Легендарный отель Монте-Карло Бич. Его расположили на живописном дугообразном участке побережья всего в 20 минутах ходьбы от главного здания казино. И это было идеальное комбо. Днем вы нежитесь на частном пляже у чистейшей воды, а вечером, накинув смокинг, идете проигрывать миллионы. Второй акт СБМ начался. Но ни роскошный гольф-клуб Монте-Карло гольф-клуб, ни Монте-Карло Бич фактически не находятся в Монте-Карло или даже в Монако. Поле для гольфа занимает склон горы Мон-Анжель во Франции, а отель расположен примерно в 400 метрах к востоку от границы Монако во французской коммуне Рокабрюн-Кап-Мартен. Кстати, в 1910 году русские балеты Сергея Дягилева перебрались в Монте-Карло. За исключением периода Первой мировой войны, когда Дягилев нашел убежище в Риме, Монте-Карло оставался их штаб-квартирой вплоть до смерти импресарио. Базировалась труппа в оперном театре Монте-Карло, который был построен еще в 70-х, и проектом его занимался Шарль Гарнье. Я вовсе не преувеличивала, говоря о том, что Монте-Карло
созданный Бланом, это был кусочек Парижа. Каждый вечер Дягилева можно было встретить в кафе «Де Пари». Там он вел переговоры с иностранными управляющими, улаживал споры между вспыльчивыми соратниками и убеждал покровителей, американских герцогов, например, выделить деньги на постановки. Однако в 1920-х создатель «Русских сезонов» заметно сдал. Его культовый меховой воротник потерся до проплешин, шелковый цилиндр потерял былой блеск, а сам Дягилев медленно угасал от запущенного диабета. В августе 1929 года великий импресарио умер в Венеции. Он был настолько беден, что у него даже не было денег оплатить гостиницу. После смерти Дягилева его балетная империя осиротела. В 1932 году труппу реорганизовали под новым громким брендом «Ballet Russe de Monte-Carlo». Для постановок пригласили гения Леонида Мясина и Джорджа Баланчина. Но без железной руки Дягилева и его харизмы началась анархия. Труппа раскололась, погрязнула в бесконечных судах за права на название и хореографию. Эпоха таяла на глазах. В 1951 году последняя труппа, носившая имя Дягилева, официально объявила о банкротстве. Прекрасная эпоха окончательно растворилась в истории. Балет не вернулся в Монте-Карло до тех пор, пока княгиня Грейс, бывшая Грейс Келли, не выступила за создание постоянной балетной труппы. Ну и, наконец, мы подошли к завершающей самой романтичной легенде о Монако. Истории голливудской дивы Грейс Келли и любви к ней князя Монако. Летом 1955 года в американский прокат выходит триллер Альфреда Хичкока «Поймать вора». Рекламная кампания фильма была прямо-таки роскошной. На плакатах красовались главные секс-символы эпохи – Грейс Келли и Кэрри Грант на фоне залитой лунным светом ночной гавани Монако. А снизу шел многообещающий слоган: «Когда они встретятся в Монте-Карло, вашим чувствам не избежать потрясения». На деле, в самом фильме персонажи Келли и Гранта впервые встречаются вообще не в Монте-Карло, а в Каннах, в отеле «Карлтон». В самом Монте-Карло происходит лишь крошечная финальная часть действия. Как вы думаете, сколько времени Грейс и Кэрри провели на Лазурном берегу во время съемок? Да почти нисколько. Потому что большую часть кадров, изображающих роскошный курорт, мастер Сапиенса снял в душных павильонах США. Для этого использовалась технология задней проекции, дедушка современного хромакея. Актеры сидели в бутафорском кабриолете на фоне экрана, на который проецировались заранее снятые виды французских курортов. Фанера, лампы, голливудская магия, зато какой пиар. Причем двухсторонний. От этого сотрудничества выиграли все. Монте-Карло был уже синонимом роскоши. Миллионы кинозрителей перед экраном вздыхали, мечтая об этом дивном крае, который представлялся потерянным раем, и шли в кино, чтобы просто увидеть Монте-Карло. Ну а Голливуд подстегнул популярность курорта. Но самый главный миф, в который до сих пор свято верит половина фанатов кино, касается личной жизни Грейс Келли. Вы, может, даже где-то читали эту красивую сказочную историю. Якобы именно в 1954 году, во время съемок у Хичкока, голливудская дива познакомилась со своим будущим мужем, князем Рене III. Вот только во время съемок фильма Грейс Келли даже не видела князя. Судьбоносная встреча состоялась лишь через год на Каннском кинофестивале. Но Голливуду и пиарщикам было на это начихать. Они мастерски упаковали эту историю и где-то подтасовали факты, где-то умолчали, где-то недосказали, и киношный шик Хичкока, роскошь курорта и королевская свадьба соединились в идеальный глянцевый продукт. Наш голубой поезд прибывает на финальную станцию. Теперь, когда мы сняли розовые очки,
Разобрались, как появилась красивая сказка о море, роскоши, блеске и элитарности? Давайте признаем одну простую вещь. Монте-Карло – это, возможно, величайший в истории человечества стартап по торговле чистым воздухом и тщеславием. Идеальная ложь. Посмотрите, пальмы, которые стали символом Ривьеры, привезли из Африки и с Канарских островов. Аристократические традиции были упакованы и проданы среднему классу предприимчивым аферистом Франсуа Бланом. И даже сказочная история любви голливудской королевы и князя Ренье была безупречно срежиссирована пиарщиками Каннского кинофестиваля. Ложь получилась настолько красивой, грандиозной и величественной, что жить в ней гораздо приятнее, чем в нашей серой, предсказуемой и дождливой реальности. И пока человечество будет готово платить за красивую сказку, над скалами Монако никогда не зайдет солнце. Сегодня Монте-Карло открыт для туристов и работает в штатном режиме. Гости прогуливаются по гавани, наслаждаются морем, живут в историческом отель «Де Пари», чтобы почувствовать себя героями былых времен. Казино тоже работает. Дресс-код остался, но уже не такой строгий. А компания SBM до сих пор контролирует в Монако практически все. Меня зовут Ольга Баранцева, я парижский гид, искусствовед, лектор и создатель этого YouTube-канала, где мы рассказываем истории, чуть менее известные широкой публике, ну и, конечно, те, что я не успеваю рассказать на своих экскурсиях. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и отправьте полюбившиеся выпуски своим друзьям и тем, кому это может быть интересно. Ну, а мы с вами продолжаем.